Следующий город у нас Брюгге. И аурики, аурики, аурики. Гуляли Сашки, гуляли Олики. Ради таких вот маленьких, миленьких гномовских домиков. И едут туристы, брюкшцы, брюггичане. Мы туристы, хотим снимаем все, что хотим делаем. Для туристов закон, как говорится, не писан. Сашка, чуть не сдохли. Слушайте, это сова. Тут живут маленькие миленькие бабушки с маленькими миленькими дедушками. В некоторых селах идешь, и тут встроенные леса. Мне как-то довелось Путешествовать по-прежнему того стоит. Привет! Сегодня уже третий и последний день. Мы уезжаем. В следующий город у нас Брюгге. Выйдем в Брюгге. Да, не на полный день, но почти на полный. До ночи. Ну как бы, да. Так. О, Фликсбас, знаешь? Нет, это флип. Это Блин, они Волгу. так похожи. Флит и Фликсбас очень Флипко. Флипко, точно. Очень похожи, они бело-зеленые, я вам сейчас покажу. Если ты невнимательный человек, то можно легко перепутать, если тут автобус. Зелено-желтый флип? Мне почему-то казалось, что он Фликсбас, белый-зеленый. более желтый. Мгм. Ну, тоже там зеленый более темный, по-моему. А здесь белый-зеленый. Но они все равно, конечно. Салатовый. А, это Ну, все люди в аэропорте? А может мы вообще будем одни только? ну, в автобусе. Ну, места у нас прописаны. Но сегодня погода не очень. Прям худшие, надо. Наверное, да. Лучше, что была. Ну, хотя нам повезло, нам нечего жаловаться на погоду. Потому что все эти дни был дождь, ну, не такой сильный. Даже Лучше, солнышко чем в по каких-то прогнозам. моментах, да. В Брюгге мы сейчас едем. Тоже вроде улучшилась Ну погода. да, был прогноз весь день, сейчас уже не весь день. Мы уже не можем больше есть сыры. Мы едим, мы говорили по какой причине, что их нельзя везти в самолете в ручной клади. И мы их едим, мы уже съели сколько? 3 пачки. Это ужасно. Я никогда не думала, что меня будет тошнить от сыра. Или меня от него воротит. Я не хочу на него даже Плюс мы думать еще о другие нем. сыры едим. Ой, ребят, это ужасно. Никогда не совершать наших ошибок. Сначала проверьте, а потом покупайте. А не покупайте, а потом через день проверьте. Мы приехали, мы в Брюгге уже 3-й раз. У Сашки у меня 2-й. И даже почти нет дождя. Кстати, вот когда мы приехали, вот мой 1-й раз, Сашин 2-й, вот была примерно такая же погода. Такая неприятно дождливая, да? Ну вот так, ребята, пошлите. Ну, она сейчас такое моросит, но передают дальше по прогнозу погоды, что все будет заргут, дождь закончится. Часа 2-3 еще такой, типа, есть дождь, потом не будет, потом вечером опять будет. Посмотрим. Ну, Брюгге очень красивый город. Мы целенаправленно хотели поехать сюда, поэтому пошли изучать. Первое, что мы видим, такой ресторанчик у озера. У реки, наверное, да? Ну да. У реки. О, песня. И аурики, аурики, аурики. Гуляли Сашки, гуляли Олики. Классно? Тут кто-то столько туристов. И русских туристов в мы том числе. столько Русский язык за слышал. все дни в Лиле не видели, Да. как тут за полчаса. Как-то даже хорошо, что есть туристы. Как-то вот сразу чувствуется атмосфера Прикольно. туристического города. Да. А ты ходишь там один, болтаешься, никому не нужен. Это классно. Это, кстати, вот этот маршрут, что мы сейчас показали вам, вот этот Все маяк. поездки начинаются Да. с него. Ну, тут можно пойти сразу в центр, Мгм. но мы всегда идем через парк. У всех. Я 1-й раз пошел тут, мы вдвоем Да. пошли тут. И- Опять мы вдвоем пошли тут. Да. Блин, ну реально мило же, Сашка. И очень. Ну, это классно. Супер, да? И это мы еще только вот вошли, а уже как мило. Тут камеру нужно не выключать, это как Венеция. Не будем выключать камеру, будем вот так ходить. Тут тоже зоопарк. Тут еще лебеди. Но лебеди остались на том же месте, что и тогда, когда мы там первые разы. Когда мы плавали. Да. Вот такие улочки здесь. Вот ради таких улочек, ради таких вот маленьких, миленьких гномовских домиков и едут туристы. Здесь очень много мест. Большое количество туристов, все равно можно куда-то свернуть и Мгм. оказаться одними.
Саша, машина. О, а еще прикол этого города, это вот такие разные велосипеды. Их очень много. И вот они с чем только не нагружены, эти велики. Да, Сашка? Да. С чего только на них не нацепляют. О, во, сумки, видите, на багажнике? Да, и не одна. Грузовые велики. Да, класс. Двойные, тройные. Спасибо, что так громко проехал. Все группы идут дальше. Мы свернулись. И что? Они могут А мы идти. пойдем. А пойдем вот по этой стороне. Вот эти... О, я помню эти... Вот мы фоткались. Вот у нас есть фотка вот, вот в этих домах. Да, мы еще так смешно сфоткались. Если есть фотки, надо показать. Это очень смешно. Мы умеем позировать просто, Сашка. Модели. Блин, класс. Хорошо, что мы сюда свернули. Заглянули в дворик. И в этом дворике, ну вот видно, что живут сами жители Брюгге. Как бы ты назвал жителей Брюгге? Брюкшцы? Брюггечане. Вот обратили внимание, тут так шумно. Короче, вот там лавка. Там продается всякое мясо. Ну и мы, конечно, зашли посмотреть, но не снимали. Там слишком много людей. И видно, что это сами вот жители. Они между собой там в очереди шутят, разговаривают. И там такое красивое мясо. Нереально. Там всякие котлетки, колбаски, что-то нарезать. Прикольно, да? Вот такие вот местечки, когда ты заглядываешь, что эту атмосферу ощущаешь классно. Видите, какая красота здесь? Видите? А вот, посмотрите, какой красивый человек. Красивый человек в красивом городе. Ладно, на самом деле мы шли вот сюда. Тут закрыто все, не зайти, не проехать, но можно обойти. Вот знаете, чего им тут не хватает? Это вот французской руки, чтобы они сделали красивые вот эти грядки, огрудки. Чтобы вот красиво посадили всякие растения. Ну вот видите, как-то вот французы умеют сочетать растения, которые в каждую пору года. Ну, кроме зимы, наверное. Ну вот сейчас мы были, там что-то цветет сейчас. Они посадили какие-то кусты зеленые, вечно зеленые, и так вот это все сочеталось красиво. А здесь, видите, вот бельгийцам не хватает французского изыска. Классно я сказала? Французского шика. Зашли в парк, и вы гляньте, красота какая вообще. Тут еще, получается, тюльпаны такого вот темного цвета, как душа у меня. Темная. Блин, здорово. И сзади нас находится такая охренительная беседка. И вот еще дерево, какое оно классное. Хотела сказать популярную фразу. Путешествовать по-прежнему того стоит. Возможно, даже приезжать в одно и то же место. Вот знаете, куда бы я не поехала пока точно второй раз? Это в Прагу. Потому что это уже будет четвертый. Ну и плюс в Праге милые домики, их не так много. А вот тут, в Брюгге, просто каждый дом такой вот милый, слишком много их, да? Не, ну я не могу их сравнить, все-таки разные города и страны. Прага дешевле. Угу. В Праге поесть, попить можно. Да. Намного вкуснее, может, дешевле. Ну, Это есть свои такой... плюсы, да. Прага классная Ну, не- для начинающих. Ну вот туристов. уже пятый или какой там раз. Ну, третий, Уже не четвертый. хочется, да, туда. Не тянет. Вот мы приближаемся к центру. И уже тут и канал, и Мгм. красота, и туристы. Надо посмотреть, сколько стоит лодка. Потому что мы помним, где-то мы, ну, до 20 евро, да, наверное, платили. There's where No. some get from here. Блин, тут уже вообще класс. Красота. Такая северная Венеция. Не, ну все-таки не Венеция. Ну, если тут есть один канал, ты не знаешь, что это Венеция. Венеция совершенно по-другому выглядит. Да, но здесь не один Да. канал. Это вообще не похоже на Венецию. Нельзя сравнивать. Если Только есть... просто канал. Ну, Нет. нельзя сравнивать. Это вообще не сравнимо, блин. А вот и цена. Детям 7 евро. 30 минут кататься. Собакам нельзя. 12 евро для взрослых. Ола? Ола, Педро. О-ля-ля. Гляньте-ка. О, можно спуститься, не хочешь? Класс. Это, наверное, какой-то внутри, типа, зефирка какая-то. Блин, класс. А это что такое? Аппетитное.
Да, это просто воздушные штучки. Сейчас пойдем подниматься на эту башню. Блин, нам надо как-то с той стороны вот эти вот домики заснять. Это красиво. Блин, красота, конечно. Очень здорово. У меня нет слов, я не знаю, что сказать. Просто красиво. Миллионный раз все равно. Да. Это вот Красиво. мрачная атмосфера, ну так. Хотим заснять себя на фоне. Крутись, телефон. Ну да. Без нас будет симпатичнее. Как я и говорила, без нас будет симпатичнее. Ну это очень классное здание, там Да. какие-то гербы разных. Кого? Место, Ну, не да. знаю. А, вот, я вижу. Там, помню, Гент. А мы были в Генте, кстати, давно тут. Там тоже так мрачно. Такие вот, ну типа вот из такого вот кирпича все сделано. Ну, из материала. Так, тут у нас Вот эти свадьбы. свадьба, может, какая-то? Ладно, и что? Мы туристы, хотим, снимаем все, что хотим, делаем. На Для колесе туристов, ходят. ну, для туристов закон, как говорится, не писан. Ну и это вот прям вот центральная площадь уже не придумаешь. Самый рынок рыночный. Подниматься мы будем сюда. Не, ну понятно, до колокола мы не дойдем. Угу. Наверное. Ну тоже. А ты не знаешь, сколько метров? Примерно. По-моему, Я думаю, вот до 250, сюда, вот до сюда макс. Но людей не видно. скорее всего, полчаса. Ну ладно, ну Сашка просто поднимался уже давно. Давно. Посмотрим. Ну ладно, покажу вам площадь. Прям очень много людей. Помните, я вам говорила про туристов? Так вот, я взяла свои слова обратно. Не очень-то и как бы таймлапс не заснять, блин, нормально. Итак, мы открыли очень важнейший. Факт. Угу. В тот раз мы были, мы ходили сюда, в туалет было платно. Короче, запоминайте, вот это место прямо в центре города, Ну, это музей. невозможно Блин, на меня пройти мимо, капает. Это главный музей. Да. В центре возле. И там бесплатный туалет. Прямо на первом этаже заходите, там уже нет турникетов. Ну, он отключен. Ну, Но. возможно, это временно. Ну, по крайней мере, Попробовать. стоит, да. Ну, когда мы были вот сколько там лет Самое назад, центральное место. блин, тоже пошел. Ты говорил, не будет, все уже подождем. Ну все, мы идем на башню. По винтовой лестнице вот так она вперед. Там предложили нам оставить рюкзак. Да, тоже бесплатная камера хранения. И платили мы 15 евро за человека. Да, поперлись. Прикольно. Мне, кстати, нравится идея по этим башням ходить. Это как первый этаж, типа первая остановка. Перестановка здесь хорошо, что можно не просто передвигаться. Ну, так часто делается эти старинные штуки. Ну, какие-то... Может, там золото хранилось. Золото, бриллианты. Ну, что-то Уже не хранится. дорогое. Ну. Акустика. Ну. Пойдем дальше? Или еще хочешь? Посмотрите. И кто-то отвечает: по голове себе постучи. А на английском на инглише есть. Я все время, это прикол, я все время спрашиваю, а на английском есть, хотя английского вообще не знаю. Слушай, я надеюсь на Сашку. Кстати, во Франции очень мало что было сносок на английском языке. Мы в башне были, и там была, знаете, не сножка, а такая газета вот где-то тут сбоку, вот тут вот прикреплена. Типа, ну, если хотите, возьмите, там на английском написано. Еще один чиллаут такой, зона. Там окошки, можно посмотреть. Ой, вход во внутренний дворик. Еще поснимаем, мы там были, но не снимали, потому что дождь пошел. Как обычно. Не, ну мы не жалуемся, лучше практически нету, в принципе, дождя. Но идти вот по винтовой лестнице сложновато из-за того, что голова кружится. Сейчас. А тут на главной площадь. Вот где класс. Ну да. Супер. Уже нет сил идти. Ну, есть, конечно. Сложно. Ой, сложно. Лестница капец. Да вот так вот она идет.
Чуть не сдохнем. Нет. Это передых такой. Сейчас идем на самый верх. Фу, сейчас передых. Вот часы видны. Оказывается, мы будем прямо на самом-самом верху. Ветер капец. Идем так с одной стороны. Блин, вот я сейчас не хотела на лодке плавать. Слушай, дождь, там дождь какой-то. Говорят, что уже не будет. Ну, не говорили, а типа там в интернете написано. Последних 2. Сейчас уже почти 2. Ну, посмотрим, сколько всего, что же. Ты спрячешься. Сейчас надо на другую сторону еще. Ну, подниматься так Тяжело, очень. особенно чем выше. Да, это одна из самых сложных. Ну и вот так выглядит внутренний дворик. Очень клёвенько, да? И самое главное, что сегодня вы. Да, пойдем поищем, где посидеть, поесть. Я прям подсела на эти чаи Аризона. Киви с клубникой оказался вкусненький. И еще вкусный был с персиком. Ну, персик всегда беспроигрышный, но всегда как бы вкусно. Думаю, может еще какой-нибудь попробую, Вить. Обязательно. Сегодня же. Зашли вот в такой костюм. Было открыто. И тут очень красиво. Но тут уже такие, знаете, темные картины. Их, наверное, надо реставрировать уже. Ну и все из дерева. Что редко встретишь. Все вырезано из дерева. Офигенно. А вот. Ну я Алтарь сам. Аркан. И это тоже вот такая арка из дерева. И вот еще тоже такой перила из дерева. Тоже вот люди сошли. Блин, красиво. Уставший человек. Холодный, замерзший. Холод мешает, но такие прикольные ворота. Это типа уже окраина, можно считать. Как бы тут есть такое центральное яйцо на карте, и вот это край центра. Туристов тут почти нету. Есть мы. Ну, кроме нас. Ну, мы необычные. Никто кроме нас самих. Никто кроме нас. Накидывай мне любые слова. Я буду песни придумывать. Ну, а нам еще чуть погулять и пойти есть картошку фри бельгийскую, сравним с французской. Мы тут дошли до мельницы. В тот раз мы такого не видели. Прям реально мельница, можно подняться. Мы вот и поднимаем, собственно говоря. Нет? Да, прикольно. И дождь, конечно Мало же. кто реально добирается. Никого нету вообще. Центр он маленький, но все Ну. как-то так по одному и тому же маршруту там крутится, вертится. А чуть-чуть выйти за границу. Ну, за границы свои выйти. Куда не ведут экскурсоводы. Да. Классный дом, нет? Вот тот, бело-красным воротом. Оказывается, еще вон есть мельницы. Ну, их тут много. По вокруг центра, ну, как минимум 5, наверное, есть. Прикольно. Может, мы еще какую-то. Вот такая. Блин, я настолько близко огромную лестницу мельницу никогда не видела, Сашка, ты. Да, такой домик. Да. И отсюда вид прикольный. Я бы не стала с ней сражаться все-таки. Страшновато. Вид, да, классно. Сейчас покажу. Есть стульчик для просмотра. Персональный такой. Кто-то притарабанил. О, вид тут классный, действительно. Такая церквушка и башенка. Слышите? Это сова. Мы спали, ну, жили вместе с собой. Там, где мы жили. Кстати, мы как-то негативно отозвались о той квартире. О той комнате. Ну, так мы так сказали. Но на самом деле она классная. Там крутая, хорошие хозяева. Они не мешали. Там, да, я сказала, что это не массаж, а какая-то фигня с детского кресла. Но на самом деле это массаж, мы не знали. Там еще для ног. Мы там массажировались, но кайфовали.
Короче, комната нормальная. Вообще, хозяева не мешали. А я их даже не слышала никогда. Они, может, и были дома, но редко. Но мы им, может, больше мешали. Да. Ванны, туды-сюды, ну как обычный человек. Пользовались. Ну единственное, что там нельзя пользоваться кухней. Ну, мы вам показывали. Там есть чайник, микроволновка и холодильник. Это Холодильник. обычный ни холодильника, ни микроволновка. Да. Чайник редко. Кружки, чай, ну такое. Ну, вообще, Вилок не было, ложек, ну, мы тарелок. Ну, мы одноразово купили. Вон, смотрите, какой вид за Сашкой классный. Сашка тоже такой классный. Не знаю, ну тут такие миленькие домики. Тут живут. Не, ну... какие-то есть. А вон что написано. Название улиц. Может, где-то написано, но редко. На карте написано. Наверное, как-то нет. Тут живут маленькие миленькие бабушки с маленькими миленькими дедушками. Не знаю, ну это очень маленькие, но я не представляю. А может они длинные такие там? Ну туда дальше длинные. Вот еще один лайфхак в Брюгге. Просто в некоторых костелах идешь, и тут встроенный писсуар. Там заходить не будем, но там даже закрытый. Ну, видно так. Есть. Мне как-то довелось в другом костеле тоже нашли бесплатный туалет. Писсуар был встроен в стену, и он вообще ничем не закрыт. Ну, мы уже этот конкретный костел, наверное, не найдем сегодня, но такие варианты тут есть. Прямо на стены костела. Пришли вот сюда за картошкой. Типа очень хорошие отзывы. Ждем свою очередь. Мы уселись с таким видом в парке. Тут еще башенка, чтобы съесть нашу картошку. Посмотрите, ну ее очень много. Она горячая такая вообще. Против французской. Бату. Она просто орет, как она горячая. Она прям огромная. Прям огромная. Там прям горень. Не, ну здесь побольше будет картошки, конечно, намного. И смотрите, какой соус. Сколько дали соус? Ну, соус стоил евро 20. Но тут, ну, не знаю, ну как раз на это количество. Мы еще сыр будем доедать, нам надо еще сыр. Ну, может, с картошкой будет вкусно. И вот мы пришли на такую, как сказать, экскурсию. Тур, бесплатный тур. Бесплатный. С чаевыми Да. пожеланиями. Ну, просто... Вот так собралось много людей, все там откуда-то, кто-то с Англии, кто-то еще откуда-то. И тут мы такие сообщаемся, вы что скажешь, из Беларуси или из Поланда? Я говорю, если хотим очень впечатлить, то надо сказать Беларусь. Ну, решили легко отделать, сказать Поланд. Ой, ну людей много собирается, будет на английском языке, как вы понимаете, я ничего не пойму. Ну, Сашка будет переводчик. Слышит, то... Или просто погуляем. Ну да, но у нас будет другая. Ну я просто, чтобы время убить. И может он интересно что покажет. Не, мы, может, по каким-то новым местам. Да. Ну, Не знаю, мы уже прикольно. такие места обходили, не знаю, удивит нас он или нет. Мы сами себе, мне кажется, мы уже у него забрали половину хлеба. А вот, оказывается, это первая стена, построенная в Брюгге. Да, С, когда начали тысячу- задумываться о защите, 1107 год. Что там задуматься о защите? Что там? Ну, стали задумываться о защите города, потому что уже что-то началось. Ага. Он нас водит по красивым местам пока что. Очень классно. Идет. Вот так вот он идет, потом останавливается, показывает картинку и что-то говорит. Мы за ним идем. Тут все кто-то из... вижу. Тут кто-то из Канады, из Швейцарии, Австралия, Швеция, Германия, Польша. Россия, США, из Румынии. О, класс! Такой мостик. Миленький. Так, торопимся. Том что-то будет историю рассказывать. Так, а это самый старый мост, который я вот сейчас показываю. Все, чтобы вы поняли. Блин, вообще красота, конечно. Очень красиво везде. Чудеса. Нет, это не спасение. Видно снова полоса. Нет, приземление. Очень красиво тут. Лодка. Ля-ля-ля. А вот, смотрите, стоят какие-то истуканы. Кто это? Ты сказала истуканы? Я не знаю. С клювами, да. Супер.
Ладно, идем с нашей группой. Идем дальше. Вы знаете, мы как два ворчуна. Иди ворчи. Может быть, про это лучше Да. рассказать. Что ты вот про это Скучная рассказываешь? история. Как будто мы сами должны выбирать, что тут должны рассказывать. Ну что, ребят? Нам ждать до автобуса где-то почти 3 часа. Да, всё. Мы на вокзале. У нас нет сил. Мы еще не прошли. Посмотри, сколько мы 30 прошли. плюс. 3:40 тысяч. Даже где-то 41, так вот до конца. Это мы сейчас поедем, не сейчас, а через 3 часа. Поедем еще пару часов, будем ехать до аэропорта. И в аэропорту еще ждать 3 часа. Да. Посмотрите на глаза. Вы все правильно прочитали. Посмотрите Саша на глаза. Я бы еще ходил. Врушка такой. Я бы тоже, вы знаете, я бы просто на автомате шла. Я уже дошла до того уровня, когда ноги просто пофиг. Просто они уже болят, и уже ты просто идешь. Я уже просто ничего не обращаю внимания. У меня нет такого, уже, знаете, о, красивенько, я просто иду, потому что надо идти, я иду. Тебе так же, Сашка? Да. Поэтому, наверное, встретимся уже с вами где-нибудь в Лоде, да? Аэропорт, я думаю, еще будет. А может, в аэропорт еще поснимаем? Посмотрим. Итак, ребята, мы дома. Угу. И Чупсик, видите, хвостик ходит. Нам нахвалили Чупсика, сказали, что это такая воспитанная, добрая собака, такая дружелюбная, никаких проблем, да. Ну, мы же только отдали его на дрессировку, да. Смотрите, так устал. На самом деле, нам очень понравилась эта девушка. Вообще, она такая произвела очень хорошее впечатление о себе. Было видно, что Чупи так хорошо, что он даже не особо торопился. Да. Ну, ему там все разрешали, все, что можно. Вот реально, как она сказала, как бабуля отдали в деревню такой. На Ну, иди. расслабон. Да, на расслабон. А мы, наверное, покажем, разобрали сумки, покажем, что мы привезли, да? Да. Давай, Сашка, начинай. Откуда? Отсюда? Отсюда. А, про сыр расскажи. Вообще, мы давились сыром, а в итоге на контроле безопасности вообще ни слова нам не сказали. Ну, мы читали и сказали, что зависит от контроля. Зависит от страны, зависит от сотрудника. Короче, от кучи но факторов. так запрещено. Ну, вообще, Да. свыше 100 грамм могут выпустить. Ну, нам повезло. Так, давай. Значит, мы Ну, взяли... 3 вида сыра привезли. Потому что мы не смогли его кабаносы съесть, мы да. не доели, будем дома доедать. Не смогли съесть сыр. Мы уже подумали, пофиг, заберут и заберут. Но в итоге будем есть сами. И такой еще, ну это понятно, это твердый, он безопасный был. Да. Это в экшене мы купили 2 приправы. Красивые баночки. Да. Хотя сама приправа там обычная. Вот это самое странное. Иди сюда. Что-то нам- мы... Что-то вот хапнули. вот Ну, за килограмм евро, кускуса. за евро килограмм кускуса. Ну, кускус едим. Ну да, это как бы Ну, это дешевле. да. В Польше не продается в таких пачках. Ну, просто везти от килограмм. Килограмм Везли. и объем, ну что-то вот стрельнуло. Ну, стрельнула, ладно, взяли уже и взяли. Это как Ну, с горохом. довезли, нормально. С горохом восло. Довезли 2 чая. Угу. Такой с тофи, ну, с этой карамелькой. И такой вот Сашка выбрала. Какой-то интересный. Ну да, Фруктовый. слоник. Дальше. Красивые конфеты. Угу. Мне кажется, они будут Французские. бомбелео. И шоколадки. Ну, мы, кстати, в Бельгии В ничего не Бельгии взяли. такие же были Там шоколадки. точно самое плюс-минус. продается. И Ну. дороже только. А еще и бельгийские конфеты у нас тоже такие в Польше продаются. Да. Поэтому мы решили, какой смысл. Ну, это все. Вот такие у нас привозенки. Все, У нас я еще мы... где-то хлеб есть. Ну Из я же- паноса. Блин, мы вчера ходили еще to go to go, Да. что-то поужинать взять. Короче, взяли из паноса и нам Думали, дали... будут сэндвичи, как в поле. Сэндвичи примерно. были, просто один. Ну. И хлеб, буханка Ну, и ровная. донут, и пара каких-то Нет, маленьких. донаты были вкусные, Ну, как бы вкусно, все, но но... очень мало за эту сумму. Мы же дальше нам И там буханка хлеба. Вот буханка хлеба вообще, короче, плевок на душу. Ну и расскажем, во сколько нам обошлась поездка. Мы обычно всегда рассказываем. Ну, без подробностей. Ну, билеты
С подробностями. Подробностями. Хорошо, я помню, что билеты на самолет стоили 236 злотых, на Мгм. двоих туда-обратно. То есть, ну, Угу. очень дешево. Ну, в сумме. Сами трансферы дороже, жилье на 3 ночи меньше 100 евро нам обошлось. Угу. И в сумме мы за 4 дня уложились почти что идеально в 400 евро. Там даже пару Мгм. евро запаса. Просто Осталось. обжираясь, находясь, Мы наездився. Объелись булок, картошки фри, сыра мягкого. с Короче, плесенью. все что угодно. Но Пиво булок я больше не бельгийского. хочу есть. Буквально вот еще пару дней я не захочу. Ну, это еще плюс чупсика платили под ситер. Но мы, наверное, не Ну, это не учитывали. но- включено. Ну, и такси мы Ну да. ездили тоже. Ну, именно уже траты Мгм. поездки. Ну и спасибо, что были с нами. Будем с вами прощаться, и мы говорим вам пока-пока. Пока будем отдыхать. Да.